Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие в глубину истории, чтобы раскрыть одну из самых интригующих археологических загадок Европы – тайну иберийских сокровищ Валенсии. Представьте себе, древние артефакты, созданные из металла, который, кажется, пришел к нам из космоса. Звучит как фантастика, но это реальность, и мы разберемся, что здесь правда, а что гипотеза, достойная голливудского блокбастера. Погрузимся в эту историю, полную тайн, научных открытий и вопросов, которые до сих пор будоражат умы исследователей. Сокровища Валенсии, что нашли археологи. В 1963 году на Пиренейском полуострове, в районе современной Испании, археологи обнаружили клад, который получил название «Сокровища Валенсии». Это не просто куча золотых побрякушек, а коллекция из 59 уникальных предметов. Миски, браслеты, бутылки, украшенные янтарем, серебром и золотом. Общий вес находки – около 20 фунтов, из которых 18 фунтов составляет золото высочайшей пробы – 23,5 карата. Для сравнения, это чище, чем большинство современных ювелирных изделий. Но что делает этот клад по-настоящему уникальным? Среди блестящих золотых артефактов ученые обнаружили два странных предмета – ржавый железный браслет и полую полусферу, покрытую оксидной пленкой. Эти предметы резко выделялись на фоне сияющего золота, и именно они стали ключом к разгадке. Почему эти два предмета так важны? Золото – металл, который практически не реагирует с окружающей средой. Оно не ржавеет, не тускнеет, сохраняет свой блеск веками. Железо же, особенно в виде ржавчины, это нечто совершенно иное. Когда исследователи начали изучать состав этих самозванцев, они прибегли к масс-спектрометрии, методу, который анализирует соотношение массы и заряда молекул. Результаты шокировали. Железо в браслете и полусфере содержало никель в пропорциях, характерных для метеоритного железа. Да, вы не ослышались. Эти артефакты сделаны из металла, который буквально упал с неба. Внеземной металл. Как такое возможно? Метеоритное железо – это редкость. Оно формируется в космосе, в ядрах разрушенных планет или астероидов, и попадает на Землю в виде метеоритов. На нашей планете такой металл не добывается, и его свойства кардинально отличаются от земного железа. Вопрос в том, как древние иберийцы, жившие за сотни лет до нашей эры, смогли не только найти этот материал, но и обработать его. Ведь метеоритное железо – это не мягкая глина. Его крайне сложно ковать, особенно с примитивными инструментами бронзового века. Одна из теорий гласит, что иберийские мастера случайно наткнулись на метеорит, упавший на Пиренейский полуостров миллионы лет назад. Возможно, они экспериментировали с этим необычным материалом, методом проб и ошибок выясняя его свойства. Со временем они научились создавать из него декоративные предметы, которые стали частью сокровищ Валенсии. Но вот что интересно, обработка метеоритного железа требует не только мастерства, но и глубокого понимания металлургии. А это уже наводит на мысль, что иберийцы были куда более продвинутыми, чем мы привыкли считать. Хронология загадки. Бронзовый или железный век. Чтобы понять, насколько необычно это открытие, давайте разберемся с хронологией. Сокровища Валенсии датируются периодом с 400 по 200 годы до нашей эры. Это время, когда Пиренейский полуостров находился на стыке бронзового и железного веков. Бронзовый век был эпохой, когда люди научились сплавлять медь и олово, создавая прочные инструменты и оружие. Это время изобретения колеса и первых систем верховой езды. Железный век, начавшийся на Пиренеях примерно в 800 году до нашей эры, принес новые технологии. Железо было дешевле, легче в обработке и позволяло создавать более сложные конструкции. Но вот загвоздка. Сокровища Валенсии, судя по всему, созданы за 500 лет до того, как железо стало широко использоваться в этом регионе. Более того, метеоритное железо – это не тот материал, с которым могли работать древние мастера, не обладая глубокими знаниями. Получается, либо иберийцы были невероятно талантливыми экспериментаторами, либо за их мастерством стоит что-то большее. Некоторые исследователи даже предполагают, что иберийцы могли получить доступ к технологиям или знаниям от других культур, например, от финикийцев. Финикийцы и их влияние. Финикийцы – мореходы и торговцы, которые в первом тысячелетии до нашей эры активно осваивали Средиземноморье. Они принесли на Пиренейский полуостров новые методы обработки металлов и гончарный круг,
что позволило иберийцам значительно усовершенствовать свои ремесла. Возможно, именно финикийцы поделились с местными мастерами секретами работы с необычными материалами, включая метеоритное железо. Но даже с их помощью создание таких артефактов кажется подвигом. Ведь финикийцы при всей их продвинутости вряд ли знали, как обращаться с металлом внеземного происхождения. Интересно, что финикийцы также повлияли на иберийский алфавит. Иберийцы взяли финикийскую письменность за основу, но переработали ее до неузнаваемости, создав уникальную систему письма, которая до сих пор ставит лингвистов в тупик. Это подводит нас к еще одной загадке иберийской цивилизации – их языку. Тайна иберийского языка. Иберийский язык – это настоящая головоломка. В отличие от большинства европейских языков, которые произошли от общего индоевропейского корня, например, латынь для романских языков, иберийский язык не имеет известных родственников. Единственный язык, который хоть отдаленно напоминает иберийский, это баскский, но и тут сходство ограничивается некоторыми числовыми системами. Баскский язык считается изолятом, то есть не связан ни с одним другим языком на планете. Иберийский же даже не классифицирован. Мы знаем, как выглядят его письмена, но не можем их перевести. Более 2000 иберийских надписей, найденных на монетах, керамике, гробницах и даже стенах пещер, остаются неразгаданными. Мы можем догадываться о звучании некоторых символов, но смысл текстов ускользает. Это как если бы мы нашли послание от инопланетян, но не смогли его расшифровать. Некоторые ученые предполагают, что иберийский язык мог быть не только уникальным, но и содержать знания, которые мы потеряли. Возможно, если бы мы могли понять эти тексты, мы бы узнали, как иберийцы работали с метеоритным железом или почему их культура исчезла. Иберийская культура. Искусство и общество. Иберийская цивилизация славилась не только своими металлургами, но и искусством. Их скульптуры, текстиль, ювелирные изделия и керамика поражают детализацией и мастерством. Например, знаменитая дама из Эльче, статуя, изображающая женщину в сложном головном уборе, считается одним из шедевров иберийского искусства. Но за этими предметами роскоши стояло общество, основанное на земледелии и скотоводстве. В разных регионах полуострова иберийцы выращивали зерновые, оливки или разводили скот, что обеспечивало экономическую основу для их ремесел. Высший класс иберийского общества, контролировавший сельскохозяйственные ресурсы, жил в роскоши. Их погребальные обычаи включали кремацию и захоронение с дорогими предметами, что говорит о сильной социальной стратификации. К VI веку до нашей эры такие роскошные захоронения стали редкостью, что, возможно, указывает на концентрацию богатства в руках узкой элиты. Но о жизни простых фермеров, ремесленников и рабочих мы знаем мало. Их судьба – еще одна загадка, которую археологи пытаются разгадать. Почему иберийцы исчезли? Иберийская культура, несмотря на свою развитость, исчезла примерно к началу нашей эры. Одна из гипотез связывает это с серией природных катаклизмов, возможно, землетрясений, которые могли разрушить их города. Другая теория указывает на влияние внешних сил. Римское завоевание Пиренейского полуострова в III-II веках до нашей эры привело к ассимиляции местных культур. Но что если исчезновение иберийцев связано с чем-то более таинственным? Например, с потерей знаний, которые позволяли им работать с метеоритным железом. Анализ. Что это значит для нас? Теперь давайте подумаем, что эта история говорит о человечестве. Сокровища Валенсии – это не просто красивые артефакты, а свидетельство того, что древние цивилизации могли обладать знаниями, которые мы недооцениваем. Метеоритное железо, уникальный язык, сложное общество – все это намекает на то, что иберийцы были не просто примитивными ремесленниками. Возможно, они были частью сети культур, обменивавшихся технологиями и идеями задолго до того, как мы начали писать историю. Но есть и другой аспект. Эта находка заставляет нас задуматься о том, как мы интерпретируем прошлое. Легко сказать, что иберийцы просто нашли метеорит и научились с ним работать. Но что, если за этим стоит нечто большее? Что, если их знания пришли из другого источника? Например, от забытой цивилизации или даже от контакта с чем-то внеземным. Конечно, это звучит как теория заговора, но история учит нас, что самые невероятные гипотезы иногда оказываются правдой. Заключение. Загадка, которая ждет разгадки сокровища Валенсии, это не просто археологическая находка.
а портал в мир полный вопросов. Как иберийцы обрабатывали метеоритное железо? Почему их язык остался неразгаданным? И что стало причиной исчезновения этой талантливой цивилизации? Каждый новый факт об иберийцах только добавляет загадок, и, возможно, именно в этом их магия. Они напоминают нам, что история — это не только факты, но и тайны, которые ждут, когда мы их раскроем. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. А в комментариях напишите, как вы думаете, могли ли иберийцы знать больше, чем мы предполагаем? Или это просто случайное открытие, которое мы переоцениваем? Давайте обсуждать. И до встречи в следующем видео, где мы раскроем еще одну тайну прошлого. Пока.